Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, случайно заглянул на канал Таро Инспирационы. Таро расклад. Что неожиданно откроется? Неожиданный поворот судьбы и к чему все это идет? В чем вы думали, что завершили какое-то дело или поставили в чем-то точку? Может быть, боитесь даже думать о чем-то, потому что это для вас кажется совершенно невообразимо к исполнению или к осуществлению. И тем не менее, окажется вместо какой-то точки, запятая или многоточие, какие-то возможности откроются. Вот давайте с вами узнаем. И наш сегодняшний расклад будет посвящен мечтателям, я бы сказала. Ведь что такое мечта? По моему глубокому убеждению, мечтать необходимо, потому что посредством мечты это словно наша душа пытается донести до нас мысль или пытается поговорить с нами и передать то, чего бы она всегда хотела. Или какой путь мы должны пройти, чтобы быть счастливыми. И часто сложные, выхолощенные конструкции ума мешают услышать подсказки собственной души или мешают наполниться вдохновением или поверить в то, что на самом деле возможно все. И в нашу эпоху Водолея это больше индивидуальности, больше свободы, больше творчества. И мечтатель – это всегда несколько тот человек, который говорят не от мира сего. Но поверьте, я, к примеру, всегда вспоминаю Джоан Роулинг, автора многих замечательных книг о Гарри Поттере. И ее судьбу не назовешь простой. Это очень сложный путь автора. Она сумела воссоздать то, что как раз просила ее душа. Так вот, она говорила, пусть не дословно, но смысл слов ее такой, что я всегда чувствовала, что могу совершить, написать что-то большее. Она верила в свою мечту. Так вот, если мы говорим, что мечта – это как душа, которая посредством мыслей разговаривает с нами, то тогда важно эту мечту не держать словно взаперти. Как птица, она должна, где-то быть свободная. И поэтому есть такое выражение: если ты о чем-то мечтаешь, помечтай и словно отпусти. Вот не удерживай в какой-то клетке, или иными словами, не держи эту мечту в каких-то рамках, иначе ей сложно сбыться. А поверь в невозможное. Поверь в то, что на самом деле мечты сбываются, и это все обязательно осуществится. Давайте узнаем, мои дорогие, такое, может быть, сложное предисловие к нашему раскладу, но это то, о чем я сейчас думаю. Я надеюсь, что у кого-то это в душе откликнется. Я не ставлю каких-то временных рамок и делаю именно в этот день, в преддверии нового 2025 года. И, может быть, кому-то из вас, даже если вы этот расклад открыли позже, в чем-то поможет продумать как раз свою стратегию, тактику по поводу того, что вы поставили, не просто даже на паузу, а как, отложили в далекий ящик или подумали, что нет, это вот как-то совершенно неосуществимо. Так вот, давайте будем исходить из той позиции, что возможно все. И мы выполним сигнификацию, чтобы вы могли определить все же, насколько этот расклад актуален для вас, насколько он подходит к вам. Итак, кто же вы? Что нам расскажут карты? Умеренность. Вы тот человек, который умеете вообще правильно просчитывать свои действия. Вы очень умеете быть неторопливыми и где-то терпеливыми. Вам действительно терпение по аркану умеренности не занимать. А еще у нас представлена такая ведьмочка, второй ведьмочек, которая умеет стоять словно на одной ноге, которой не нужно много точек опоры. Та или тот человек, который умеет жить как раз своей мечтой, тот, который не поставит ценности на второе место, а цену на первое место. И наша ведьмочка так хитро улыбается, как будто она знает, что в принципе действительно возможно все. Поэтому меня, по крайней мере, до этой минуты, кто остался смотреть мои видео, это точно
Это те люди, которые верят в свою мечту. Но по какой-то причине, может быть, идет все криво в вашей жизни. Вот давайте узнаем, что же происходит. Карта мира. Вот смотрите, вот эту мечту я сказала очень символично. Ты подумай и отпусти. Она должна парить. Она должна, ваша мечта, словно достигнуть какого-то предела пространства или Вселенной, или той точки, после которой начнут эти мечты сбываться. Аркан Мир нам говорит сразу о том, что мечта ваша сбудется. Но по аркану умеренности это не будет путь в 2 шага. Умеренность – это всегда какой-то период. Это период затяжной, это период проб и ошибок. Это тот, который мы отстраиваем сами свое и благополучие. Одновременно все-таки мы земные люди, и без вопросов благополучия, как ни крути, никуда мы не уйдем. Нам приходится заботиться о хлебе насущном, но и в то же время свою мечту мы не должны ни в коем мере забывать. Так вот, по аркану мир – это мир, спокойствие, благополучие, которое придет в нашу жизнь. Но это не будет очень быстро. То есть какой-то итог мы получим. Но прежде идет аркан умеренности. Это оба старших аркана. И тот, кто смотрит мое видео, мы, как знаки судьбы, примите это сразу, что ваше желание, оно исполнится. Но оно от вас потребует некоторой внутренней перестройки, адаптации. Это не произойдет легко, просто. И, может быть, на тот период, когда вы смотрите, это вы словно стоите сейчас на одной ноге, пытаясь удержать это самое равновесие. И умом понимаете, что равновесие придется удерживать в этой неудобной позе достаточно долгий период времени. И карта последующая, мир, она как раз и говорит, да, мечта исполнится. Но это не произойдет очень быстро. Наверное, придется не одни башмаки стоптать, прежде чем мы осуществим мечту. И где-то эта мечта может исполниться только у того, кто верит в себя. Или словно вы чувствуете, что да, я могу что-то большее совершить. Может быть, я могу удивить мир. Может быть, я могу быть известной, популярной. Или я могу создать что-то восхитительное. Или, может быть, это какой-то ваш научный труд. Или то, что вы разрабатываете сейчас. И это тоже у вас получится сделать. Но это что-то более значимое. Все же 2 старших аркана. Что же происходит в вашей жизни сейчас? Если мы о хлебе насущном. Очень в тему. Рыцарь Пентаклей. Это тот, который, кстати, самый медленный рыцарь. Вроде бы нам показано мчиться быстро, но нет, не быстро. Потому что внимание к мелочам от вас все-таки потребуется. Если мы говорим о хлебе насущном, это как раз про рыцаря Пентаклей. А еще это карта марафонского забега лет на 10-20. Поэтому мечта может осуществиться. Но это где-то даже не за 1 год. Тут какой-то очень либо серьезный ваш проект, либо глобальная какая-то мечта. Потому что, да, это всегда карта прогресса, но она подразумевает как, кстати, и умеренность, так и мир. Поэтому что-то мы должны продолжать. Либо мы победим, либо у нас не хватит терпения. Что происходит в вашей жизни сейчас, и все это вы сами чувствуете, мои дорогие, это точно. 7 жезлов, очень много сопротивления. Может быть, в вашей жизни сейчас очень много таких, как и людей, которые оказывают влияние на вашу жизнь. Или много новостей, или много обстоятельств, которые как раз вам не дают выполнить. Не то что мечту, а отстроить даже свое благополучие. По 7 жезлов это всегда как какое-то либо соревнование, либо сопротивление. Вот сопротивление, пожалуй, это самое правильное определение того, что вы испытываете в данный период времени. И где-то вы от этого устали. А карта нас призывает к тому, чтобы мы перестали сопротивляться судьбе. Отступили полшага назад. Осмотрелись внимательно. И не торопились, может быть, всем подряд помогать. Вот, кстати, помни, кому помогаешь, потому что очень часто по 7 жезлов мы вовлечены в какие-то обстоятельства, или мы занимаемся и тратим время совсем не на то, чему нужно уделить внимание. Мы теряем силы, мы теряем время, и тогда наша мечта будет отодвигаться до бесконечности. Примите это к сведению. Может быть, действительно, вы должны какие-то вопросы благополучия сейчас отстроить, но тогда
для вас будет важно, даже если меня смотрят люди, которые все время кому-то помогают. Для вас, мои дорогие, будет важно в этот период времени отстроить свою какую-то, может быть, узкую концепцию благополучия, словно обрести какую-то опору. И тогда вы сможете помочь больше. Пока вы, все карты говорят, пока ты себя словно не соберешь воедино, ты не сможешь не то что мечту осуществить, от тебя где-то будет маловато толку, ну, потому что какие-то хаотичные движения, или распыление вашей энергии, или пусть финансы даже, да, когда очень много одному, второму, третьему из лучших побуждений вы помогаете, расходуя как и энергию, так и, может быть, финансы конкретно, и, по сути дела, и вы уже уставшие, и толку какого-то конкретного вы пока не видите. А неизбежное какое-то сопротивление. Тут нужно на чем-то сконцентрироваться, и для этого полшага назад. И вот посмотрите, и сразу будет туз пентаклей. Это возможности. Поэтому кто, если себя сейчас винит по каким-то причинам, что нет, вот я должен сделать вот это, или я должна сначала кому-то помочь, я должна участвовать там в жизни, ну, кого-то, или вы кому-то обещали, вам неизбежно придется пересмотреть данное обещание. Или вам неизбежно придется пересмотреть свою занятость, какое-то взаимодействие с конкретными людьми. Иначе туз пентаклей возможности мы не можем посадить вот это семя, которое характеризует эта карта, в землю, чтобы получить буквально денежное дерево. И любое наше воплощение в нашем земном мире, как ни крути, это все-таки где-то финансы. Если мы берем популярность или ваша мечта, либо напрямую где-то это зависит от вашего финансового благополучия, и значит, вам придется тоже какую-то новую стратегию, тактику финансовую себе разработать, чтобы достичь какого-то уровня, я это могу предположить, или для того, чтобы быть независимым человеком. То есть все равно, опять же, финансы. Мы в это, ну, как бы начинаем мы с возвышенного чего-то, а карты нас немножко переводят на земное, потому что в данный период времени карты видят, что для вас какие-то злободневные проблемы, они еще не решены. Но это потребует какого-то периода времени, и мы быстрее пройдем этот период, если мы свою энергию не будем распылять в разные стороны, ну и финансы в том числе тоже. Но по тузу Пентакли это еще какое-то важное, может быть, как известие. Может быть, вы уже получили какое-то известие недавно. Мы же смотрим на данный период времени, и кто-то уже получил какую-то новость, которую теперь вы не знаете, как применить к чему-то. Или давайте посмотрим, что это может означать как новость. Кто-то получил такое известие, вы чувствуете себя словно загнанными в угол или как связанным по рукам и ногам. Четверка пентаклей, карта жадины. С одной стороны, да, сейчас внимание к финансам, еще раз карта подтверждает все то, что я сказала, оно просто жизненно для вас необходимо. С другой стороны, не пытается преодолеть судьбу условно или плыть против течения, повторяюсь. Здесь нужно сначала осмотреться, отдышаться, прежде чем мы сможем правильно увидеть обстановку, обстоятельства, или мы сможем, ну, как-то адаптироваться к каким-то новым условиям проживания тоже. Но финансы следует поберечь. И потому что сейчас у вас как раз может быть та ситуация, если мы говорим в данный период времени, которая как раз и требует от вас какой-то более скрупулезной работы или, ну, где-то быть жадиной. Все же карта жадины. А вы знаете, вот все то, что я сказала, вам совершенно необходимо. Правда, меня смотрят мечтатели. В этом мы где-то с вами схожи. Карта жрицы – это та, которая все знает. Скорее всего, меня смотрят люди, те, или вы интересуетесь Таро, психологией, может быть, астрологией, астрономией, или какие-то другие духовные практики. У каждого здесь будет своя концепция. И эта карта, она нас призывает к тому, чтобы мы сохраняли не только свою мечту, но сохраняли сами себя, хранили одновременно молчание. Где-то, вот как я сказала, слова Джоан Роулинг, я всегда знала, что могу создать что-то большее. И вы, скорее всего,
тоже это чувствуете. Вы чувствуете свой потенциал. Но еще нужно продумывать эти действия. И поэтому все то, что нам сказали, что сейчас какой-то период, когда нужно уделить внимание именно земным вопросам. И при этом сохранять все те ваши намерения и цели, которые вы храните в вашей душе. Вы умеете разговаривать с своей интуицией, вы умеете разговаривать с вашей душой. Вы любите тот, кто меня смотрит. Видимо, некоторые, вам даже необходимо, может быть, некоторое время, когда мы уединяемся для того, чтобы привести мысли в порядок или как раз прочувствовать самого себя лучше или саму себя лучше. Как раз вот по аркану «Мир» вы верите в то, что вы можете осуществить задуманное. Просто и карты говорят, это у тебя сейчас такой период времени, когда не совсем одним возвышенным ты можешь жить. У тебя сейчас какой-то период становления именно в нашем реальном мире. С чем это может быть связано? У кого-то это будет связано переменой в личной жизни, десятка кубков. У кого-то это будет связано, может быть, с переездом, домом или решениями вопросов по части, связанными с вашими родственниками, или с учетом семерки жезлов, когда есть какие-то у вас обязательства перед семьей, перед любимыми. Но вот правда есть то, или меня смотрит тот человек, который имеет высокую степень ответственности. Вы очень ответственный человек. Вы не можете кому-то не помогать. И поэтому, может быть, данный период времени, вы поэтому и смотрите расклад, я не могу разорваться, вы говорите самой себе или самому себе. Но это то, что вы не расскажете никому. Вы не можете быть слабой, потому что у вас обстоятельства вынуждают вас как будто через меру ответственности, которая лежит на ваших плечах. Это может быть и ваша личная ответственность, но у кого-то это могут быть дети, у кого-то это может быть семья, когда действительно как будто много вопросов сходится на вас самих. И что происходит в данный период времени? Ну, нехватка финансов явно есть. И вам еще приходится отстраивать, словно совершенно, может быть, не совсем с нуля, опыт есть, но какая-то концепция меняется. Случились какие-то новости, непредвиденные ситуации, когда вам нужно словно в жонглера превратиться и пробовать каждый раз либо какие-то новые возможности деятельности, возможности творчества или грани сотрудничества с кем-то по-новому выстраивать. И есть определенно сложности финансового плана, может быть, приобрести или решить вопросы по части дома, если мы говорим, тоже что-то не определено. Каких-то тысячи, может быть, неопределенностей. И вы чувствуете, с одной стороны, как по двойке пентаклей в этой колоде карт, словно и жонглер. Но в то же время у нас лимниската, два пентакля в лимнискате. Поэтому это может говорить о человеке, который верит в свою мечту. Но и с другой стороны, вам словно нужно стать магом и волшебником для того, чтобы ваш какой-то проект, который вы задумали, был реализован в реальной жизни. И по этой карте нам говорят: пробуй, пробуй, пока не получится или пока не надоест. Если надоело, значит, меняем методы и пробуем по новой. Вот что-то подобное. И это мы спросили, что сейчас. Значит, это что-то подобное, то, что происходит, и вы пробуете, может быть, уже сейчас какие-то отстраиваете или ищете работу конкретно, или готовы изменить сферу деятельности, или рассмотреть еще какие-то методы, чтобы изменить финансовую составляющую, или решить вопросы по поводу жилища. Или, может быть, это связано вообще с каким-то глобальным переездом, потому что обстановка вас тоже к чему-то вынуждает. Меня смотрят люди из разных стран. Что же за обстоятельства сейчас? Вы, правда, словно на развилке по жезлов. Вы уже готовы. У вас хватает внутренней силы, мои дорогие. Это точно. Меня смотрят сильные личности. И по пажу жезлов просто некоторая остановка происходит именно из-за того, что вы не можете пока видеть, в какую же сторону двигаться. Для кого-то из вас
нужно что-то изучить или дополнить знаниями вашу жизнь. Но точно вас, посмотрите, ничто не сдерживает. Нет какого-то жесткого ограничения. Четверка пентаклей вверху. Но прижимистому быть стоит, но в то же время материализму не дать возможность завладеть буквально вами самими. Потому что одно дело мы благополучие отстраиваем, другое дело, карта говорит, для тебя деньги никогда не должны быть на первом месте. Поэтому тот, кто смотрит меня, для вас как вот мечта, считайте это как двигатель прогресса, это ваше, ну, как путь в будущее или билет в будущее. Потому что если мы будем чересчур где-то жадинами и скупердяями, то есть перейдем вот эту тонкую планку, мы тогда можем сами себя ограничивать. По восьмерке мечей была какая-то ситуация, может быть, из-за денег у кого-то, кто меня сейчас смотрит, ну, где-то деструктивно-разрушительная. Может быть, это для вас какая-то сложилась обстановка, когда что-то вы не можете осуществить, как выстроен какой-то барьер. И вы из-за этого барьера, может быть, это как новость внезапное, извещение, информация или какое-то событие извне вынуждает вас так чувствовать, что я сейчас вроде как и должен что-то изменить, но изменить не в моих силах. И в этот период, который не продлится очень долго, но какое-то время, видимо, пока вы адаптируетесь, вам нужно принять во внимание, что нужно быть, самое главное, реалистом. Восьмерка мечей. Первое, что мы должны сделать – снять повязку с глаз. То есть видеть, что происходит вокруг нас. Не добавлять какой-то ненужной себе философии. Но как только повязку снимет эта девушка, она сразу увидит, что руки у нее вовсе не связаны. И эти жезлы она возьмет и сложит в сторонке и пойдет туда, куда ей нужно. По сути дела, вас сейчас ничего не ограничивает. И значит, если вы видите, что вы сейчас не можете что-то осуществить, выход есть. Нет патовой ситуации для вас. Что же происходит именно сейчас? Правда? Вот буквально сейчас что-то начнет меняться. Королева Пентаклей – это та, которая может все. Это та, которая свое творчество, хобби умеет переложить на материальные рельсы, получить выгоду, получить деньги, но это ей не мешает творить дальше. Это не мешает ей как раз вот это возвышенное создавать как земной проект. Это та, которая умеет свое благополучие на руинах, мои дорогие, из нуля отстроить. Это та, которая подвластна все. Где-то, я бы сказала, это первая ступень по направлению к императрице. Правда, энергии одинаковые. Почему очень часто по этой карте, к примеру, мы можем сказать, это знаки Земли проходят, да? Или те люди, пусть это у вас в асценденте, например, или вы просто такая личность. Это когда вы любите делать что-то своими руками. И когда действительно вы умеете сами очень многое. Это люди надежные проходят. Поэтому, может быть, вы где-то себя и ограничиваете вот этими обязательствами перед кем-то. И где-то это уже тяготит вас настолько, что начинает ограничивать. Вам придется действительно пересмотреть некоторые свои обязательства, чтобы вот этот путь к осуществлению своей мечты пройти как можно быстрее. Давайте мы с вами узнаем. Я соберу эти карты. И мы с вами теперь, если вам подходит этот расклад, насколько это откликается вашей душе, мы с вами продолжим и спросим, в чем же вы думали, поставили точку, а по факту это будет запятая или многоточие. Какой путь еще предстоит пройти? Что же будет меняться? Что буквально, может быть, ворвется в вашу жизнь, а вы уже успели об этом забыть? Или перестали верить? Может быть и так. Итак, что же откроется? Неожиданно. Король мечей. Для кого-то это будет связано с конкретным человеком и решение конкретного человека. Для кого-то из вас это те вопросы, которые будут связаны еще и вдобавок с какими-то знаниями, получением новых знаний или оформлением документов, вопросов, которые вам придется согласовывать, скорее всего, в ближайшее время,
через юристов, адвокатов, или вообще само по себе беготня какая-то по инстанциям, по чиновникам, мои дорогие, я такое могу предположить. И это какой-то рационализм. Это где-то могут быть вопросы денег, в том числе вопросы согласования с банками. Но, видимо, вот этот рационализм, он вам помогает как можно быстрее расставить все точки над «и». Поэтому приготовьтесь к тому, что, ну, где-то холодность суждения вам будет буквально помогать для того, чтобы быстрее это самое благополучие отстроить. По пажу жезлов, да, тут придется адаптироваться к какой-то новой ситуации. Новое сообщение может быть. Для кого-то из вас это могут быть как сообщения от ваших детей, но больше всегда паж жезлов, дела, работа, бизнес и деньги. Значит, концепция. Даже если у вас, ну, допустим, на кону стоят какие-то вопросы личной жизни, но они каким-то образом переложите свою задумку или то, что у вас сейчас как, ну, такая центр ваших интересов или пульсирующая боль, может быть, в вашей душе, значит, все равно можно разложить на детали, и в конечном итоге вы придете, что что-то нужно, к той мысли придете, что вам нужно сделать что-то либо рационально, либо что-то просчитать буквально как деньги, математически, с чем-то, каким-то вопросом разобраться, и этот вопрос не касается пока какой-то нашей экзальтации или то, чего бы мы хотели. Здесь не совсем вот именно прямо сейчас о нашей мечте. Теперь вопросы более земные у вас стоят на повестке дня. И здесь мы спросили, в чем вы думали, что поставили точку, а оказалось запятая или многоточие. Так вот, те вопросы, которые как раз более рационально связаны с оформлениями, документацией, контрактами, соглашениями, может быть, пересмотрами контрактов, у кого-то брачных контрактов или каких-либо еще важных бумаг, мои дорогие. Здесь что-то мы обновлять это точно будем или составлять по-новому. Тройка жезлов. Это будет как раз вот этот прыжок в будущее. Тройка жезлов – это карта будущего. И посмотрите, нам показан персонаж, который стоит, он никуда не движется, но он уже смотрит вперед. И словно волшебная палочка, он уже пассы какие-то рисует, то есть он уже знает, что он будет делать. Поэтому чем быстрее вы что-то переложите на рациональные рельсы для себя, тем быстрее вы будете знать ваши последующие действия, тем быстрее какая-то, ну, как бы концепция будущего перед вами откроется. Действия ваши уже будут совершенно вести словно в другое измерение, в другую плоскость. Я имею в виду, это как раз то, что вы будете осуществлять последующее время. С чем это будет связано? Колесо фортуны. Тут вам в это будущее позволяет сделать прыжок буквально сама судьба. Фортуна. Фортуна вам помогает. Вы словно, мои дорогие, кто смотрит мой расклад, вы словно избранные судьбой. Вам, правда, довелось не случайно. Два первых аркана у вас выпала умеренность старшая и мир. А последний аркан, который мы с вами достали, это у нас был аркан жрица, та, которая все знает. И фортуна сейчас на вашей стороне. Ни в коем случае не отказаться от своего какого-то проекта. Пусть этот проект вам даже кажется, что я не могу это осуществить. Нет, тут надо именно переложить на, может быть, какую-то детализацию. Или план максимум, план минимум себе составить. И где-то быть готовым корректировать эти планы. Может быть, это конкретное решение человека, который тоже меняет свое решение и в связи с какими-то его осмыслением или важным решением он вам скажет, донесет какую-то новую информацию, и это для вас будет открывать возможность осуществить какой-то свой проект. Может быть, переезд, кстати, у кого-то, так я могу предположить, потому что часто по тройке жезлов проходит даже переезд пространства, мы как будто открываем перед собой новые горизонты, и здесь вам фортуна буквально помогает. Значит, в ближайшее время придут какие-то добрые вести на ваш порог. Да, новые вести придут, и вам придется вот как этому человеку, который нам показан на карте, где-то, ну, быть прижимистым по части финансов, и много общения будет. Для вас будет еще опробовано много
каких-то путей, прежде чем вы выберете свой, мои дорогие. Не совсем все просто, но, может быть, это вот как раз колесо фортуны вас вынуждает таким образом адаптироваться к чему-то. Давайте мы еще узнаем, в чем же вы могли поставить точку, оказалась запятая. Вот те вопросы, которые связаны с финансами действительно, и у кого-то конкретно, может быть, не было взаимопонимания с человеком очень важным или с ключевым партнером. Всегда проходит недостаток по пятерке пентаклей, но это мелкая карта. И предыдущая двойка пентаклей говорит о том, что пробуй. И значит, пробуй быстрее устранить какие-то недостатки. И два направления. Не должно быть недостатка по взаимопониманию, это вам будет помогать. Так и как можно быстрее нужно адаптировать или как-то стабилизировать финансовую ситуацию. И что дальше? И прекрасный аркан нам выпадает звезда. Вы знаете, у вас какой-то вопрос решится очень быстро. Очень интересно. Смотрите, фортуна, судьба, колесо фортуны, удача практически. Между вашей удачей и исполнением желаний по аркану звезда. И это, кстати, выбор правильного направления. Поэтому мечтать для вас, будем говорить, мечтать, имеется в виду у каждого свой план или своя задумка. Совершенно необходимо. Дважды. Почему? Потому что словно через какой-то короткий промежуток времени к вам либо придут вот эти самые новости, либо какие-то возможности как раз устранить вот те препятствия, которые вам мешают, словно этот прыжок в будущее осуществить. По аркану звезда вам сразу же подсказывают рост вашей популярности. Для кого-то из вас, как подсказка, будет эта карта говорить о том, что работа через интернет, посредством интернет, новые технологии где-то для вас могут означать новые возможности. Для кого-то это может означать увеличение или работа с большим объемом информации, с большим количеством людей. Да, для кого-то интернет может проиграться, для кого-то изучение языков. Или вы знаете, допустим, один какой-то еще дополнительный язык. Вам это тоже будет помогать где-то посредством того, что вы владеете не одним языком, а именно вот пространство Вселенная, да, через общение к вам тоже может прийти популярность. Или вы можете найти словно свою стезю деятельности или направление, назовите как угодно, в деятельности, когда вот эти знания вы переложите на практику, и это вам будет помогать решать материальные вопросы в том числе. Для кого-то из вас по этой карте переезд очень далеко может быть, и он связан с тем, что, ну, вообще какая-то, может быть, как ваша давняя мечта, со счет высших сил. Для кого-то его величество случай вот здесь тоже может проиграться. Мы все разные. Но может быть и это то, что связано с конкретными документами, которые вы ждали очень долго. И для кого-то проиграется так, что раньше не было какой-то возможности. И словно теперь или в ближайшее время вы можете получить какое-то извещение или, как судьба играет на руку, повторюсь, может быть для кого-то как лазейка какая-то будет, или такой узкий фарватер, по которому вы можете пройти для того, чтобы изменить свою жизнь, вообще качество жизни на далекий период времени. Давайте мы узнаем, какая правда для вас откроется и к чему быть готовым в ближайшее время. Какая правда откроется? В ближайшее время, какое-то время вы еще можете находиться вот в сомнениях, неуверенности, но ваша задача, нам снова говорит карта, две пятерки, как здесь недостаток, то это через эмоции вы можете чувствовать недостаток, а на самом деле нам нужно посмотреть в другую сторону. Вот как этой ведьмочке нужно оглянуться и увидеть вот этот стол, наполненный яствами, увидеть какую-то возможность, мои дорогие, какая правда откроется. Вы какую-то возможность увидите там, если вы рассмотрите какой-то иной вариант. Какая правда откроется?
Правда, может открыться о том, что вы, кстати, можете сожалеть, что сумму не хватает, допустим, да, какой-то, или у меня сейчас много проблем по части финансов именно из-за того, что я не берег или не берегла, или где-то, ну, слишком много растратил или растратила, может быть, на помощь кому-то, или на решение каких-то вопросов, или я где-то просчитался прежде, а мне нужно было быть более прижимистому, может быть, правда. Давайте посмотрим, к чему все идет или к чему быть готовому. Опять же, нам еще раз говорят, 4 кубков. Нужно рассмотреть другое направление. Все карты нам говорят об этом. Придется где-то себя в ближайшее время ограничивать по части финансов. Все-таки нам карта говорит, если мы на ближайшее время, ближайшее, понятно, у каждого здесь может быть по-своему. Но по этой карте обратите внимание. Человек сидит, подперев рукой голову и словно не видит того, что ему на подносе подают полный кубок. И вот этот мальчик, который принес этот кубок, лицо его выглядит очень удивленным. Он поражен, почему человек не смотрит в его сторону, а смотрит на 3 пустые кубка, которые стоят перед ним. Почему не видит другого направления? Вот сменить направление. Мы уже с вами об этом говорили. Вам придется адаптироваться к каким-то новым условиям, к новой ситуации. Ну, может быть, и по части личной жизни. Да, придется адаптироваться и быть великим дипломатом. Для кого-то из вас к вам придет помощь посредством человека. Этим человеком может быть как официальное лицо, или когда вы получаете нужный документ, или по части личной жизни. Кто-то вам изменит свое решение и будет, ну, как минимум, какое-то плодотворное сотрудничество. Хотя 2 кубков – это карта влюбленных. Это карта искренних отношений. Это карта тех, которые понимают друг друга без слов. Они как будто чувствуют друг друга. И для вас это может быть поворотным моментом, когда вы решаете для кого-то, не для всех. Да, но тем не менее, для кого-то будет именно когда соглашение или отправная точка, какое-то соглашение по части личной жизни будет вами принято. А для кого-то это будет та возможность, которая приходит через партнерские отношения, но может быть по части работы или соглашения в важных инстанциях или получения важных бумаг. Но все равно по этой карте, значит, пусть это, допустим, какой-то чиновник или официальное лицо, юрист-адвокат. У каждого здесь по-своему. Но есть те, которые помогают. Пусть это даже будет один человек. К чему быть готовым? Но для этого нужно закрыть в прошлое дверь. Да, значит, вам придется, может быть, даже отказаться от того, что еще вчера для вас, ну, казалось совершенно необходимым или казалось очень важным. Многие концепции свои личные, собственные, пересмотреть в отношении того, что может быть продолжено, а что уже не будет иметь прогресса. Привести свои мысли где-то в порядок, так и силы свои пожалеть. Но дальше я карты точно не достаю. Тут действительно очень быстрый будет переход между прошлым и будущим. И здесь, если посмотрите, 5 кубков, разочарование, дальше 4 пентаклей, где-то на сохранение или, опять же, период ожидания, на какую-то выжидательную позицию по части денег и отчасти экономию. Но это все необходимо для того, чтобы мы, наконец, может быть, судьба нам такой волшебный пендель дает, извините за выражение, но лучше не скажешь, для того, чтобы мы начали смотреть как раз в новом направлении. И как только мы смотрим в этом направлении, следующая карта – 2 кубков. И у нас, видимо, после этой поддержки или после понимания, что нас словно судьба где-то поддерживает, пусть помощью через руки каких-то других людей или официальных лиц, или пусть это путем составления важных документов или какую-то возможность, которая перед вами открывается, но требует от вас закрыть прошлая дверь. И очень быстро следующий аркан – аркан Солнца. Кто меня сейчас смотрит, в очередной раз повторяюсь, я бы сказала, тут есть какой-то марафонский забег лет на 10-20, как по аркану
звезды, звезда. Но по аркану Солнца это еще ближайшее будущее. И если звезды или звезда, вообще всего 2 карты в колоде, которые обрисовывают правильное направление и обозначают время. Так вот, Солнце – это месяцев 6-8, а звезда – это как по Плутону, лет 10-20. Значит, в ближайшее время у вас, как по Солнцу, месяцев 6-8, а в отдаленном будущем Фортуна на вас имеет большие планы, как ваша миссия – это лет на 10-20. Тут практически сбываются ваши мечты. Давайте узнаем. То есть вам это нужно знать, видимо, мои дорогие, или к чему быть готовым. Давайте мы узнаем, к чему же все идет. К чему все идет? 9 кубков. Это карта самодостаточности. Это карта уверенности в себе. Это, правда, финансовой независимости карта в первую очередь. И нам показана ведьмочка, которая дзен свой словно ловит на берегу. И, в принципе, эти кубки, 9 кубков, они, посмотрите, вроде бы говорят «замок на песке», да? А здесь кубки стоят как раз на этом замке. Значит, то, что мы построили благодаря нашей мечте или где-то нашему предвидению, или назовите это вера в себя, это как раз та база, на которой мы можем построить финансовое благополучие. И быть уверенным как в сегодняшнем дне, так и в завтрашнем. А ведь правда тут что-то будет меняться. И это важно знать. И к чему все идет? К благополучию, изобилию, процветанию. Но на этом все не заканчивается. Вы не можете поставить что-то на паузу, на точку, потому что вам нужно двигаться вперед. Но в последующем, смотрите, у вас, вам как фортуна откроет какую-то возможность. Но дальше вам нужно следовать, может быть, развивая какие-то новые направления, или изучая у кого-то науки, или у кого-то языки, или новые виды деятельности осваивая, или для себя новые направления в творчестве открывать, или вот что-то элемент новизны всегда проходит по рыцарю Пентаклей. И вот мы должны это продолжать. И удерживать эту победу, это солнце, эту самодостаточность, развивать как-то дальше. Мы не можем остановиться. И, по сути дела, я говорила, это ведь тоже марафонский забег. К чему все идет? Что-то должно быть продолжено. Вы не можете ослабить буквально где-то внимание, контроль свой, иначе все может пойти наперекосяк. Выпадает аркан-отшельник. Вам никто не будет мешать. Но будьте внимательны к тому, что здесь первую скрипку будете играть вы. Отшельник – это тот, который идет сам по себе. Мои дорогие, несмотря на то, что вверху у нас карта 2 кубков, и нам говорят о партнерских отношениях, а все же в этих партнерских отношениях вам нужно быть магом и волшебником, где-то сохранять взаимопонимание, может быть, с конкретным партнером, неважно, или это будет в личной жизни, или это пусть будет по вопросам работы, вашего творчества, но сохранять свою какую-то тему, идею. Отшельник идет своим путем. И ваша какая-то задумка, она у вас будет еще какая-то новая. Или вы будете развивать то, чем вы занимаетесь. Тут есть прогресс как и вас самих, так и вашего дела. И поэтому рассчитываем по аркану отшельник сами на себя. Но к этому времени вы уже становитесь ресурсными. Вы уже более прочно стоите на ногах. Здесь нам показывают не совсем короткий период времени карты. Хорошо, давайте узнаем, что вы сможете изменить. 7 жезлов. А вы как раз и сможете изменить. Помните, нам выпадала эта карта. Это как составляющую собственного благополучия и свою деятельность. И если прежде вы бы относились к тому, что, допустим, я всем должен помочь, или я обязана везде проучаствовать, или вы более ответственный человек, и вы все время больше нацелены на то,
или, может быть, вас где-то, ну, зная ваш характер, зная вашу натуру, может быть, даже так, на вас больше и воздействовали с позиции того, что ты же мне дал обещание, или ты же сильнее меня, или у тебя это получится лучше. Вот здесь, скорее всего, вы будете сохранять собственные силы. Здесь вы переоцените, больше ценить себя начнете, нежели распыление энергии, как было прежде. Тут меняется концепция ваших действий вообще, что вы сможете изменить. Себя сможете, по сути дела, изменить. Выдержать, может быть, какой-то период сложный, когда вам придется пройти, ну, через некоторое сопротивление. Вы сможете выдержать в последующем какую-то паузу. Правда, тут не будет решаться все как-то быстро и навсегда. Здесь решится, как нам сказали карты, на 6-8 месяцев. Потом, может быть, и следует где-то через 6-8 месяцев какая-то пауза. И буквально через пару месяцев вы должны уже что-то продолжать. Причем как-то по-новому вам придется обустраивать, возможно, вашу жизнь заново. Здесь двойной какой-то многоходовый вариант, кто смотрит мои видео, потому что снова какая-то 7 жезлов. Опять же, приходится себя где-то сохранять, так и по 7 пентаклей, и еще какая-то пауза. Но здесь все приходит в свой момент. Может быть, это те события, с которыми вы столкнетесь, и они придут извне. То, что мы не можем изменить. Какой-то необходимый период ожидания, может быть, важных документов или каких-то согласований. Это тоже может быть. Что вы можете изменить? Но мы спросили, у нас выпало 2 карты. Здесь вы можете изменить именно свое отношение к чему-либо, либо к кому-либо. И с другой стороны, по 7 пентаклей нам говорят, что мы можем изменить. На этой карте девушка смотрит на виноград и ждет, когда он созреет. Так и вы будете ожидать, когда практически какое-то прежнее ваше начинание или ваши действия дадут свои плоды. Тоже что-то не происходит быстро. Что же вы можете изменить, мне интересно. Но по 6 кубков здесь мы можем изменить и личную жизнь. Для кого-то из вас, если, к примеру, я могу такое предположить, если начинает меняться ваша жизнь, и эти перемены начинаются с изменений в личной жизни, значит, что-то у вас будет решено, согласовано, подписано, и после вы будете уделять внимание вопросам труда, занятости и зарабатыванию денег. Если же наоборот, вы сначала согласуете то, что касается вашей деятельности и финансов, значит, эта ситуация стабилизируется, и в последующем вы как раз переключитесь на вопросы вашего самовыражения и ваших заработков. В конечном итоге вы останетесь довольны. Вот по карте 6 кубков это карта ностальгия. Так вот, где-то ностальгия. Она говорит о том, что это та мечта, о которой мы мечтали прежде, думали, хотели осуществить. Через какое-то время к нам возвращается уже в реальности. Мы ведь спросили, что вы сможете изменить. Может быть, в некотором видоизмененном варианте, но тем не менее, есть то, что вас радует. Здесь для кого-то из вас могут быть и возвращения людей из прошлого. Или вы будете решать какие-то прежние, мои дорогие, вопросы. Мы об этом с вами говорили, что сначала вам нужно решить что-то свое, а только потом вы будете, к примеру, кому-то помогать или продолжать оказывать кому-то поддержку. Вам нужно самим быть более ресурсным, более твердо стоять на земле, на ногах, назовите это как угодно, себя, свою жизнь, более сделать стабилизированной, понятной и где-то программируемой, может быть, по части финансов или вашего труда, занятости. Но, значит, Потом как раз вы через какой-то промежуток времени можете решить те вопросы, о которых вы мечтали когда-то. Тут правда, тут не одна мечта, тут сразу несколько, я бы сказала. Очень хочу задать основной вопрос. В конечном итоге, как изменится ваша жизнь? Хотя по 2 замечательным арканам, как Солнце, как Звезда, нам уже сказали о том, что будет меняться как активность на ближайшие 6-8 месяцев,
а потом через какой-то период и еще на лет 10-20. Ну, понятно, у каждого по-своему, перекладывайте на себя, на вашу задумку. Но давайте все-таки узнаем, как же изменится ваша жизнь в ближайшее будущее. Туз кубков. Правда, в ближайшее будущее вы получите какое-то приятное предложение или будет прекрасная возможность. Это карта радости, карта счастья, когда вы остаетесь довольны. То есть как изменится ваша жизнь в ближайшее время. Вас ожидает какое-то очень доброе, светлое событие. Как изменится ваша жизнь в ближайшее время. Карта 20-го старшего аркана суд. И обратите внимание, волшебная, я бы сказала, карта. Наша ведьмочка играет в волшебная флейта, да, и волшебные звуки, волшебная музыка наполняют пространство. И нам даже показаны и бабочка, и кот, как будто тоже восхищаются этим. Это волшебством практически наполняется наша жизнь. И этот аркан, страшный суд, суд вовсе не страшный. Это карта возрождения. Это карта избавления от боли, от страданий. Поэтому, правда, у вас решается какой-то вопрос, который вам доставлял много боли, много страданий. Или то, что вы не могли для себя создать, прояснить. Или, наконец, с чем-то определиться, ведь тут у каждого по-своему. И это момент перехода у вас произойдет где-то в ближайшее будущее. От каких-то разочаровывающих моментов или от какой-то деструктивной ситуации, когда вы смотрите не просто в будущее, а когда вы, какая-то мечта, пусть в какой-то малой концепции, но она уже получает реализацию в жизни. Как изменится ваша жизнь. Хочу еще достать одну карту. И дальше, как сдача экзамена, тройка пентаклей, мои дорогие. Тройка – это всегда будущего карта. И здесь вам, как в самом начале, выпадала тройка жезлов. Так и здесь нам говорят о том, что нет, что-то будет продолжаться. Но как между прошлым и будущим, как вот и 20-й старший аркан, мы адаптируемся к новым условиям, к новой ситуации, как изменится ваша жизнь. Здесь очень много изменится, и вы будете меняться сами. Здесь на вас будут оказывать влияние как и обстоятельства, так и может быть ваша какая-то задумка. А у кого-то напрямую туз кубков будет меняться ваша личная жизнь. У кого-то будет все-таки связано с партнерскими отношениями. Я не тяну больше карты, потому что у нас началось с короля мечей и закончилось с королем кубков. И тут, правда, вопросы по королю кубков могут быть финансы и личная жизнь. И где-то весь наш расклад, он как раз о финансах и о личной жизни. Но ваши желания определенно сбудутся. Причем это очень интересный период, когда вы сможете не одну свою мечту реализовать. Главное, очень захотеть быть счастливым и верить в себя, и быть чуточку добрее к своей душе, слушать ее подсказки и помнить, что жизнь не бывает полностью предсказуема, уметь воспользоваться той возможностью, которая приходит для нас на наш порог. Это означает для себя, получить вот этот туз кубков. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.